Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте смотреть. Думайте о мужчине, проговорите его имя, либо просто давайте посмотрим, что за человек прибежит на расклад и что-то интересное расскажет. Но по описанию, я думаю, вы поймете, кто это из вашей жизни, да? Так что да, можете говорить имя, можете и не говорить, в принципе. Просто когда говоришь, именно притягиваешь. Ну, вдруг он сегодня не в духе, и придет кто-то другой. Вот так бывает. Итак, я пока с вами разговариваю, как всегда, настраиваюсь на расклад. Мужчина, давай приходи. Мужчина, приходи на расклад. Расскажи о себе. Угу. Какой ты? Что ты о себе расскажешь? Он любит поболтать. Кстати, у него приятный голос. У него приятный голос. Любит значимым быть. Очень сильно любит быть значимым. Есть у него образование, нет у него образования, без разницы. Если у него есть образование, действительно, да, он может быть юристом, он может быть начальником в какой-то организации, он может быть просто что-то вот делать, и он должен быть начальником. Даже если не по бумаге, но он всегда должен быть начальником. И даже, говорю, если у него нет образования, такое тоже может быть, он должен быть начальником. В чем, как, без разницы, и ему, кстати, тоже. Он везде должен говорить, рассказывать, показывать, чтобы его уважали. Ох, как он этого любит. Этого хочет и это любит. Это реально так. Да, любит поговорить, любит... Ну, я не скажу, что он любит песни петь. Ну, что-нибудь спеть может так. Крикнуть, спеть. Вот. Человек любит правосудие, да, поэтому я говорю, может быть, он юрист, правосудие выходит. Но он любит, может, и не юрист, но правосудие он любит. Он любит выяснять, прояснять. Он любит доказывать, он точно любит. Доказывать ему просто... Ему что-то скажи, он начнет доказывать, искать причину, говорить, ты не прав, либо там еще что-то. Через время, да, он может быть неправ, но он перестроит все, что он даже через время все равно из этого выйдет и будет прав. Ух, вот такой человек. Он строит из себя правильного и достойного. А на самом деле... Эта карта говорит, что ему сейчас воздается за что-то. Ему конкретно сейчас за что-то воздается. Ну, тройка кубков. Звездочки. Карма по звездам может быть. Ну, правосудие, карма. Вот оно включилось. Такое впечатление, что оно включилось. И ему воздается. Вы знаете, он себя чувствует правильным, нужным, начальником, да, хозяином этой жизни и положения. Но на самом деле... Он может подставить, он может обмануть, он может пошутить и язвить, он может обидеть, но после этого обидеться сам. И вместо того, чтобы просить прощения, он будет вытягивать из другого к себе прощения. Вот из-за этого ему сейчас воздается. Ваш мужчина не ваш, ну вот такой пришел. Вот такой.
Он любит побеждать. Ну давай про тебя посмотрим, что там у тебя. Кстати, умеет готовить. Умеет готовить и умеет... понимает в винах. Давайте так скажу. Понимает в винах. Угу. Давай рассказывай, что там у тебя на душе, на чувствах. Так, постоянство, в принципе, есть у него, но постоянство какое-то странное. У него постоянство теряется в каких-то чужих разговорах, и он, да, может быть одного мнения, но через время он его перестроит. И опять же будет вроде бы как прав, но уже с другим мнением. Мысли о вас есть, особенно когда он остается один на один с собой, что-то делает, и в голове вот эти мысли. Он как будто бы не музыку слушает, чтобы что-то делать и слушать музыку, а он что-то делает, и вот мысли крутит в голове. А как у нас с ней было? А вот если бы она сейчас была, что бы она сказала? А вот она совсем другая, говорит по девяточке, чем вот все остальные, что я встречал, реально. Единственное, что по девятке кубков, да, может присутствовать в его жизни пьянство, может, но не обязательно. По этой карте я еще скажу, что у него, значит, завышенная самооценка, и он любит себя вот таким, еще и приукрашивает себя. Но когда вы были рядом, он чувствовал свое победоносие такое, да, а когда вы не рядом, и вы сейчас не рядом, между вами вот этот туз мечей. Сильный, кстати, сильный разрыв у вас был отношений, либо понимание друг к другу, очень сильно как разрыв идет. И он чувствует боль, он чувствует ненужность, он чувствует, что он падает, и плечи у него вот как сжимаются вот на сегодня. Он падает, он действительно падает. Чувство настоящее к девушке, которая смотрит. Любовь. Настоящее чувство. Ответ – любовь. Вот так. А мысли какие еще? Правда, вот он что-то делает, он мыслит, да, о вас. Мысли еще какие. Ну вот с вами он чувствовал себя свободолюбивым, таким легким, таким нужным. И он не любит, он умеет готовить, но ему нравилось, как это делаете вы. Ему нравилось. И что между вами вот было, что оно как сильно ранило? О, десятка, предательства, да, здесь написано прямо. Ответ четкий на вопрос. Между вами предательство. Ну, с его стороны. Почему он падает? Почему ты падаешь? Потому что он не может с собой совладать, потому что он не такой, как должен быть в этой жизни даже. И есть у него враги. Есть люди, которые его не любят. Да, и которые легко подставить могут. Он не ожидал этого. Очень даже не ожидал. Так, что тебя волнует, что тебя тревожит? Давай посмотрим. Что тебя волнует, что тревожит? Он у небес просит защиту. Его волнует, тревожит какое-то течение жизненное. Где-то прячется. Да. Тревоги есть. Вот что тебя тревожит? Тревога меня тревожит. Да? Вот написано на карте. И забота. Забота о ком-то, которую он не может дать. Вот он хочет о ком-то заботиться, но он не может ее дать. На нем тяжесть какая-то. Он, говорю, как будто прячется. И да, он ищет успокоение в каких-то
Ну, говорю, может быть, вино, может быть, еще что-то. Может быть, еще что-то. Просит у Иерофанта помощи. Ну, высших сил. Он хочет вдохновения. А от кого? Около него есть женщина, которая давит его. Сильная, волевая, своего мнения. Эта женщина его очень давит, потому что она тщеславна. Она тщеславна, она отбирает у него его нормальную жизнь. И всегда так было. Вот. Конечно же, это его тревожит. Есть ли у тебя тайна? Открыл ли ты тайну какую-то? Или хочешь, наоборот, никому не рассказывать что-то? Что за тайны? Нет, он в руках какую-то тайну держит, но предусмотрителен очень. Честность какая-то тут выходит. Королева кубков. У него в голове сидит сейчас тайна многолетней давности. Многолетней давности. Он хочет ее открыть, но он не знает как. Он считает, что его не поймут. Что-то это связано, не знаю, что-то касается детей, ребенка. То ли он хотел очень детей и не получилось, то ли наоборот есть дети, допустим, и он хочет открыться вот этому всему процессу, этому, да, что он отец и есть дети. Но что-то такое вот его действительно и тревожит, и волнует, и еще и в тайну он собирает это. Почему ты не рассказываешь про это никому? Почему ты не хочешь рассказать? Потому что нет согласия, нет понимания в его сторону сейчас. Ему не верят. Либо его закрывают, глушат по его пониманию жизни на сегодняшний день. Кстати, у тебя понимание жизни на сегодняшний день действительно изменилось, что я тут вижу? Подготовка к переменам идет. Подготовка к переменам. Стабилизируется что-то. Он выходит из зависимости. У него есть зависимость. Может быть от чего-то, может быть от кого-то, через кого-то, из-за кого-то. Но он из этого выходит. Это идет подготовка к переменам. И реальные перемены, вот выход из заточения. Выход из заточения. Да, они идут. Колесо фортуны. Он этого очень хочет и ждет момента. А ты, вот когда это произойдет, ты придешь в гости к девушке, которая сейчас смотрит? Он очень этого хочет. Очень хочет. Прям его ух по дьяволу разрывает. Он очень хочет вас увидеть, дотронуться до вас. Это реально. А придешь, туз жезлов, опять скажу по тузу жезлов, хочет. Туз жезлов. Он очень этого хочет. А вот получится или нет, он, видимо, не знает. Но он надеется на успех. Он надеется на успех, что у него получится вас увидеть и обнять вас. Он будет пробовать, да. По пажу Пентаклей он будет пробовать. Так что в скором времени, возможно, вы его где-то уже и заметите, увидите, либо он постучится вам в дверь. Он этого очень хочет. Если, конечно, он вам уже не по судьбе, и вы этого не хотите, может быть, это и будет его держать, но он очень этого хочет. Так, есть у тебя радость на сегодня? Страшный суд. Ну, радость к переменам, да, это мысли, достижения какие-то, любви хочется, это тоже его радует. Но все у него в подвешенном состоянии, у него только мысли, потому что идет подвешенность. Вот, но подвешенность дает ему возможность обдумать все и изменить. Что его радует? Его шаги, его дальнейшее продвижение, его надежность, его
мечты, опять же, обычные, да. Ну, что-то радует. Я не вижу тут компаний каких-то, я не вижу здесь чего-то такого, что его действительно куда-то уводило. Нет, он сам по себе. Он очень хочет карьеры, он очень хочет денег хорошо зарабатывать, реально хочет. У него, видимо, сейчас на мели. Ты на мели сейчас? Да, тройка мечей, разбитое сердце, денег нет. Денег нет, вот, даже какие-то обноски носит. Ну, это, наверное, я образно сказала. Это образно. Просто по карте. Но я увидела это, в принципе, может, так и есть. Но, может быть, просто хочется чего-то новенького, а денег нет, и донашивает то, даже если оно красивенько выглядит. Вот, как-то так. Но обноски здесь больше идут как будто бы в душе. В душе. И он очень-очень хочет действительно зарабатывать деньги, и чтобы душа расцвела, что он может вкладываться, дарить подарки, что он может показать себя опять влиятельным человеком, даже если у него свой бизнес, что-то там не клеится. Но на сегодняшний день так. Это его проблема, это его, ну, можно сказать, что он может радоваться этому, но только когда обдумает вариант, ну, своих ходов, да, по этому поводу. А так, не знаю. Вообще, вот есть у тебя слезы, плачешь ли ты? Плачет по любви, встретиться хочет. Некому ему сказать, что у тебя все будет хорошо, или, не знаю, там, чтобы он что-то сделал. Вы его сила. И этой силы у него сейчас нет. Да, он страдает из-за этого. Ты понимаешь, что ты сам виноват? Да, видите, как палочка по головушке бьет. Понимает. Все-таки понимает. Понимание приходит к нему. Что он сам в каких-то моментах виноват в действиях. Что у тебя в доме? Шестерка кубков. Либо у него было день рождения недавно, у него в доме, у кого-то было или у него день рождения. Здесь больше так идет видение мое. Либо кто-то собирался просто, может даже без повода, но посидели, пообщались. Это у него дома сейчас, вот недавно было. Но больше вопросы, разговоры, стиль всего этого почему-то переходил на деньги. Именно на деньги. И на ситуации, которые тормозят и ставят в тупик. Тут просто были как разговоры. Такого чего-то страсти, там, огня, такого не было. Просто вот такое у него дома недавно было. Но, смотрите, он решил или решает куда-то уехать. Шестерка мечей, да, дорогу ждет. Ждет свою дорогу. Если он не дома, значит, он где-то посидел и о доме вспомнил, потому что по поводу денег надо думать. Либо дома у него была вечеринка, или просто вот выпивали, разговаривали. Но он какие-то дороги в голове держит. И в доме у себя, там, где он ночует, давайте так скажу, да, он об этом постоянно думает, и как быть, куда ехать, либо уже знает куда, но какие документы подготовить, либо что собрать с собой в дорогу, и что будет дальше. У него очень нервозное состояние. Если у тебя соперница есть, другая женщина, да, для вас как соперница, так скажу в раскладе, что у тебя мужчина с ней? Отвечай на вопрос. А для вас, как всегда, да, скажу, если вы точно знаете, что никакой женщины другой нет, пропускаем. Если все-таки есть, давайте смотреть, да. Так, если у тебя она есть, что у тебя с ней? Кубковая пятерка, это слезы больше. Ну вот она есть, императрица такая властная выходит с топором. Соблазняет его, да, пытается, и он за голову хватается.
Он не хочет этого. Пятерка, четверка кубков, императрица и рыцарь кубков, как соблазнитель. Она хочет быть с ним, он нет. Он хватается за голову, ему как бы она вот говорит что-то, она что-то делает, она тоже старается для себя, но он не хочет быть с ней. У него голова занята вами. Это точно, мужчина? Да, смотрите, он с ней как отшельник, и он ищет к вам дорогу в голове. Он говорит «да», он даже обернулся. На карте. А почему эта женщина так сильно держит его? Она понимает по мечам, что она как в клетке, безразличие, одиночество вместе с ним и не любви. Но она очень хочет любви. Он ей не даст этой любовь. Вот такое идет. Ладно, дальше. Твои действия, твои планы, мужчина, на ближайшее время. Он куда-то действительно, он собирает деньги, он покупает что-то, он ехать будет. У него какая-то дорога, это его планы. Он просто вот даже сбежать из дома хочет. Либо наоборот, сбежать откуда-то, и чтобы вернуться в свой дом, там, где хорошо. Потому что там, где он сейчас, ему нехорошо. Ну, такое. Деньги, смотрите, пентакли, пентакли, пентакли. Деньги, его дороги, ну и будущее по звезде, звездочка выходит. То, что он хочет, он к этому стремится. Это его планы на будущее, на действительно какой-то достаток, исправить многое хочет. Кстати, контролирует в последнее время себя очень сильно, чтобы где-то не проговориться, где-то не открыться. А у тебя что, были моменты, где ты обманывал или воровал? Двойка пентаклей были, но не скажу, что прямо он там обворовал кого-то, нет. Ну, маленькое воровство было. И обманщики были. Особенно с близкими людьми. Знаете, вот тут вот выходили карты, что праздники какие-то, да, праздновал там, что-то где-то посидел. Но я вижу по раскладу праздники праздниками. Но на душе у него на душе реально большая печаль. Ему не хватает любви, даже если он с кем-то. Если нет, и вы знаете, все, значит, он просто одинокий. Реально одинокий. Ты и с кем-то он одинокий. Он очень сильно хочет быть молодым. Он очень сильно хочет вернуться в юность. И в омут с головой. Вот это его мысли на сегодняшний день. Его мысли на сегодняшний день. Ну, твои желания давай. Расскажи. Император. Опять найти себе цену и быть императором в любви и гармонии. У него идет эмоциональное выгорание. Его очень многое раздражает. У него очень много сомнений. И да, он хочет вернуться туда, где было хорошо. А хорошо было с вами. А хорошо было с вами. Почему ты не понял это все-таки? Потому что аргументы чужих людей заглушили его понимание. Кто-то ему как напел на уши. Что тебе еще позадавать, мужчина? Ну давай тогда, что бы ты хотел сказать девушке, которая сейчас смотрит? Ты мой счастливый случай. Я надеюсь, что мы... Это карта победы. Это карта победы, счастливого случая. Надеюсь, что мы все-таки будем вместе. Что выиграет, как в лотерею. Хотя не верит. Вот по вот этой карте 100% он не верит, что вы будете вместе. Но он хочет выиграть лотерейный билетик.
и быть с вами. Ну, ты моя жрица. Серьезно. Сейчас настроен через расклад именно сказать, что прости меня. Я устала от общественной жизни, я устала открывать себя с другой стороны, говорит мужчина. Мне так хочется просто даже прийти, обнять и уснуть рядом. И все. Ему надоели другие люди, он не видит в них ту доброту, которую дарили ему вы. Такая вот карта. Ладно, мужчина, приходи на следующий расклад, еще что-нибудь расскажешь. Напоследок, что карты скажут. Девятка пентаклей. Ну, жадный и скупой дважды платит. Да? Карта напоследок говорит про мужчину. А давайте, как всегда, да, задам вот эти вот вопросы. Если вы хотите быть с ним, что карты скажут. И если вы не хотите быть, что карты скажут. Быть с ним, с ним. Если вы хотите быть с ним. Король жезлов. Наездник мечей, мечевой провал идет. Ой, новый. Смотрите, он придет в вашу жизнь, но обновленный, не такой, как раньше. Здесь идет провал. Провал ситуации. Таким, как прежде, он в вашу жизнь не придет. Если придет в ближайшее время такой же, как и был, можете сразу закрывать дверь. Сразу. Потому что мечевой посыл от него, он просто вам в этой жизни не нужен. Так судьба сказала, так и ситуация повернулась. Но огненный, интересный, дипломатичный, со своими интересами обновленный человек, вот тогда это ваше. Тогда с нуля все. Старое не вспоминайте, новое принимайте. Вот так карты говорят. Ну и король жезлов, он все-таки выходит здесь. Его дорога к вам, но обновленная. По старому сценарию это провал. Это провал по старому сценарию. И если вы не хотите быть с ним, если вы не хотите быть с ним, что карты вам скажут? Здесь король мечей идет. Вечером, скоро у вас встреча будет с мужчиной вечером. Союз двух сердец. Союз, может быть, в паре будете на работе, что-то очень важное продвигать, либо любовь. Но здесь реально как любовь. Но вечером, как телефонный звонок, либо где-то встретитесь, будете разговаривать, куда-то сходите, вечерком договоритесь встретиться. Но здесь важное свидание будет у вас в ближайшее время. Вот. Девятка жезлов. Вы выходите после каких-то тяжелых моментов, и самое главное, не приписывайте прошлое в свою голову. Видите, он как с головы снимает, либо наоборот, закрывает то, что было. Вот, потому что новенькое идет в вашу жизнь. Вот этих жезлов как наказание, как судьбоносное что-то плохое, нет, не идет в вашу жизнь. Девятка — это в основном выход, наоборот, из всего, что было. А здесь карты вообще говорят: встреча, свидание, которое очень-очень радостное и с большими результатами. Ну, это ваше ближайшее, скажу, будущее, так карты сказали. На дне колоды перемены. Какая карта? 13-й аркан, да? Это трансформация, перемены. Присмотритесь к окружению, присмотритесь, да вообще выберите, что завтра одеть, и все, уже приготовьте, и что-то интересненькое вас завтра ждет. Однозначно. Ну все, на сегодня все. Счастья вам огромадное, преогромадное. И посмотрим еще скоро про мужчину, что там у него, может быть, мысли какие в голове, что он еще хочет сказать. Если этот придет, а может кто-то и другой придет, и тоже что-то наговорит. Так что оставайтесь со мной, жду вас на своих раскладах и на связи. Да? Увидимся, услышимся. Всего самого-самого хорошего. Не забывайте, что я только на YouTube.